Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Многие любят пирожное картошка, сегодня покажу, как его приготовить без вреда для здоровья и фигуры. Самое главное, что нужно знать об этом пирожном, его можно сделать из любых остатков бисквита. Если у вас нет готового бисквита, я покажу, как его приготовить из овсяной муки. Давайте начнем с бисквитной основы. Сначала смешаем все сухие ингредиенты. К 100 граммам просеянной через сито овсяной муки добавляем какао по вкусу. У меня 15 грамм алкализованного, в отличие от простого, оно имеет более насыщенный шоколадный вкус и цвет. Простого какао может понадобиться больше. Затем 2 грамма соды, подсластитель по вкусу. У меня 10 грамм фитпарада номер 7, на данном этапе можно и не досластить, так как при формировании пирожных у нас еще будет возможность повлиять на увеличение сладости. Перемешаем. Теперь в отдельной миске смешаем жидкие ингредиенты. Добавляем 80 грамм йогурта, 20 грамм мягкого творога, 2 яйца. Перемешаем до однородности. Вливаем жидкие ингредиенты в сухую смесь. Все тщательно перемешаем. По желанию можете добавить ваниль, корицу или любые другие любимые специи или даже ароматизаторы. Получилось вот такое тесто. Оборачиваю форму фольгой, перекладываю тесто в форму и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до готовности. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки и диаметра формы. В среднем это около 20-30 минут. У меня прошло 25 минут, достаю бисквит из духовки и оставляю остужаться. Бисквит остыл, прохожусь шпателем по стенкам и достаю бисквит из формы. У нас получился вот такой симпатичный пористый бисквит. Далее нарезаю его на небольшие кусочки, чтобы было легче перемолоть его в блендере. Тщательно перемалываем бисквит до состояния крошки. Нам нужно добиться, чтобы эта крошка хорошо лепилась и держала форму. Для этого добавляем 50 грамм фруктового пюре и 50 грамм мягкого творога. Вам может понадобиться больше или меньше связывающих ингредиентов. Все будет зависеть от вашего бисквита. Можно добавить только пюре без мягкого творога, тогда будет более приятная и менее вязкая текстура, но получится меньше белка. В процессе пробуйте бисквит и при необходимости добавляйте еще сладости. А теперь, так сказать, самая черновая работа. Нужно лепить наши пирожные. Каждое пирожное будет у меня около 50 грамм. Легче скатывать шариками, но красивее, на мой взгляд, все-таки в форме бочонков вот с такими выровненными торцами. Если тесто слишком липкое, смочите руки водой. А теперь покажу классический вариант украшения пирожных картошка. Смешиваем рикотту с подсластителем. Берем любую насадку и кулинарный мешок. Мешок можно заменить обычным фасовочным пакетом. Обычно беру вот такие насадки, но, конечно же, допустимы любые другие. Проталкиваем на дно мешка насадку, затем перекладываем туда творожную массу. Отрезаем кончик мешка и приступаем к украшению. Смотрите, какие пирожные у нас получились. Красивые, вкусные, без вреда для фигуры. Попробуйте приготовить пирожные по этому рецепту, надеюсь, вам понравится. Всегда буду рада обратной связи в виде ваших лайков, комментариев, подписок и пожеланий к будущим видео. Не прощаюсь, до встречи в новых видео.